Добрый день! Сегодня мы с вами научимся выполнять вот такую интересную стильную модель носочков-следочков. В полотне мы будем использовать ложный жаккардовый узор. И работу начнем с выполнения задней части, затем свяжем полотно подошвы, носочную часть и закончим выполнение верхней части. Данная модель подойдет на размер 38-39. Как изменить размер, я расскажу в процессе выполнения. Для работы мы будем использовать пряжу двух различных оттенков. Также нам понадобятся спицы, сантиметровая лента и ножницы. Приступаем к выполнению. Темной нитью, классическим набором, на 2 спицы набираем 34 петли. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И так набираем петли. Мы набрали 34 петли и приступаем к выполнению рядов резинки 2 на 2. Кромочную снимаем и выполняем 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые. И так будем чередовать до конца ряда. Заканчиваем выполнение первого ряда резинки. Я довязываю 2 лицевые и кромочной изнаночной петлей. Работу переворачиваем, и все последующие ряды мы будем вязать, как смотрят петли. То есть кромочную снимаем, над изнаночными выполняем изнаночные, а над лицевыми лицевые. Над изнаночными изнаночные, над лицевыми лицевые. Сейчас мы провязываем второй ряд резинки. Всего рядов выполним 4. Мы провязали резинкой 2 на 2 4 ряда. И теперь приступаем к выполнению жаккардового узора. Первые 2 ряда я буду вязать ниточкой светлого цвета. При этом кромочную мы снимаем и провязываем ряд лицевых петель. Так выполняем до конца ряда. Заканчиваем выполнение первого ряда жаккардового узора. Я довязываю петли лицевые, кромочной, изнаночной петлей. Работу переворачиваем. Во втором ряду мы также провязываем этим же цветом и все петли лицевые. До конца ряда. Приступаем к выполнению третьего ряда. Этот ряд мы будем вязать темным цветом. Кромочную снимаю, поднимаю ниточку и провязываю все петли лицевыми. Это третий ряд узора. В четвертом ряду все петли будут изнаночные. Надежда, 225, дубль 9. Мы провязали третий и четвертый ряды темной нитью. В лицевом ряду все петли лицевые, в изнаночном все петли изнаночные. Пятый и шестой выполним точно так же. Сейчас пятый ряд кромочную снимаем, провязываем темной нитью в лицевом ряду все петли лицевые, а в изнаночном все петли изнаночные. Провязали пятый и шестой ряды. И теперь приступаем к выполнению седьмого ряда. Его мы будем вязать светлой нитью. Кромочную петлю снимаем. Я поднимаю ниточку, получается протяжечка по изнаночной стороне, и провязываю все петли лицевыми. Так до конца ряда.
я довязала 7 ряд, все петли лицевые. Сейчас работу переворачиваем и приступаем к выполнению 8 ряда. Кромочную петлю снимаем. И теперь очень внимательно следующую петлю мы будем вязать вместе с петлей полотна, которая расположена ниже. Вот я так приподниму полотно. Вот эта петелечка, опускаемся на 4 ряда ниже и петлю 5 ряда будем вот таким образом подхватывать. Вот так. Подхватываем, одеваем. И эти 2 петли провязываем вместе лицевой. Затем провязываем 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Дальше снова разворачиваем к себе полотно вот таким образом. И вот 1, 2, 3, 4 косичка мы пропускаем и подхватываем вот контрастной ниточкой связанный ряд, петелечку, и одеваем ее на левую спицу. Эти 2 петли провязываем вместе лицевой и повторяем наши действия. Следующую петелечку также подхватываем и провязываем вместе лицевой. Затем снова 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Мы повторяем наши действия. Подхватываем петелечку за одну дольку, вот хорошо видно, одеваю и провязываю 2 вместе лицевой. Теперь следующую петелечку точно так же мы опускаемся, подхватываем и одеваем. Затем 2 вместе лицевой. С лицевой стороны у нас будут получаться вот такие интересные ячеечки. И так мы продолжим вязать до конца изнаночного ряда. Мы заканчиваем выполнение 8 ряда. У нас перед кромочной остается 1 петля. Ее также мы провязываем, поднимая петелечку ниже лежащего ряда. Провязываем 2 вместе лицевой и кромочной изнаночной петлей. 8 ряд готов. Посмотрим, что у нас получается с лицевой стороны. Так интересно ложится наш узор. И мы приступаем к выполнению 9 ряда. Его мы будем вязать темной ниточкой. Кромочную снимаем и провязываем все петли лицевые. Это 9 ряд, все петли лицевые, в 10 все петли изнаночные. Снято чисто. Мы провязали 9 и 10 ряды темной нитью, 11 и 12 вяжем точно так же, темной ниточку. Кромочную снимаем, в 11 мы провязываем все петли лицевые, а в 12 будут все петли изнаночные. Провязали 11 и 12 ряды и приступаем к выполнению 13 ряда. Кромочную снимаем, поднимаем светлую ниточку и провязываем все петли лицевыми до конца ряда. Довязали 13 ряд до конца, работу переворачиваем и приступаем к выполнению 14 ряда. Кромочную снимаем и провязываем светлой нитью 3 лицевые петли. Затем разворачиваем к себе полотно, как и ранее, и опускаемся снова ниже, подхватывая петелечку ниже лежащего ряда, вот таким образом, набрасываем ее
и провязываем 2 вместе лицевой. Затем повторяем со следующей петлей точно так же. Опускаемся, подхватываем. Эти петелечки хорошо видны, они светлой нитью выполнены. И провязываем 2 вместе лицевой. Провязали, теперь 6 лицевых. Мы повторяем, опускаемся, подхватываем и провязываем 2 вместе лицевой. И со следующей петелечкой точно так же. И так мы выполняем до конца ряда. Мы заканчиваем выполнение 14 ряда. Вот я присоединила петли и остается довязать 3 лицевые. Провязываем кромочной, изнаночной петлей. Посмотрим, что у нас получилось. Вот так выглядит наше полотно. Мы с вами провязали 14 рядов. Это раппорт в высоту нашего жаккардового узора. Дальше узор повторяется с 3 по 14 ряд. При этом нам необходимо дальше выполнить не полный раппорт в высоту, а с 3 провяжем по 10 ряд. Выполняем. Я продолжила работу и провязала еще с 3 по 10 ряд наш жаккардовый узор. И теперь мы с вами приступим к формированию пяточки. Для этого я выделила центральные 12 петель и посмотрим, как мы будем вязать. Продолжим работу мы темной ниточкой. Сейчас кромочную снимаю и провязываю 10 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Маркер снимаем. И полотно пяточки я буду вязать изнаночной гладью. Провязываем 12 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Последнюю петлю пока не провязываем. Маркер убираем, возвращаем. И эти 2 петли, то есть последнюю петлю подошвы 12 с петлей полотна, мы провяжем вместе изнаночной петлей. Сейчас поменяем положение долек в петлях. Таким образом переносим их назад и провязываем 2 вместе изнаночные. После этого мы работу переворачиваем и будем вязать только 12 петель подошвы. Кромочную снимаем, потом 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 петля. 12 последнюю петлю пяточки или подошвы с петлей полотна мы будем вязать вместе лицевой петлей. И снова работу переворачиваем. Снимаем кромочную, провязываем 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12 петлю с петлей полотна провязываем вместе изнаночной петлей. Работу снова переворачиваем, кромочную снимаем. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 петля. А последнюю 12 петлю провязываем вместе с петлей полотна лицевой петлей. При этом у нас уже начинает формироваться
пяточка. Вот заворачивается наше полотно. Принцип выполнения понятен. И так мы продолжим вязать, пока у нас на спицах не останется 12 петель. У меня осталось на спицах 12 петель. Вот полотно пяточки у нас сформировалось. И теперь с двух сторон полотна, вот по кромочным, мы с вами будем петли добирать. Сейчас работу переворачиваю на изнаночную сторону. Темную ниточку откладываю. Я не обрезала светлую нить. Вот она у нас здесь. И набираем светлой нитью. Завожу вот таким образом спицу. Подхватываю первая петля. Затем в следующую кромочную за 2 долечки вторая петля, третья. Можно взять крючок, если спицами не получается. Четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая. Мы добрали 10 петель. Работу переворачиваем и будем выполнять первый ряд нашего жаккардового узора. Сейчас кромочную снимаю и светлой нитью мы провязываем все петли лицевые. Сначала мы провязываем те петли, которые добрали. Затем также лицевыми я уже вяжу 12 центральных петель. Также продолжаю вязать светлой ниточкой. Довязали. Сейчас удлиним спицу. И с этой стороны полотна нам необходимо также добрать 10 петель. Заводим с лицевой стороны спицу и добираем. Первая, затем вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая и 10-я петля. Мы добрали, работу переворачиваем и будем вязать согласно узору все петли лицевые светлой ниточкой. Кромочную сейчас снимаем и выполняем ряд лицевых петель. То есть с двух сторон полотна мы добрали по 10 петель, и теперь все это мы будем вязать общим полотном. Вот сейчас спицу я поправляю, и мы так провязываем наш второй ряд до конца ряда, все петли лицевые. Мы провязали 2 ряда нашего жаккардового узора. При этом вот темную ниточку здесь я уже обрезала и прикрепила ее в начало ряда. И приступаем к выполнению 3-го ряда и вяжем темной ниточкой. Кромочную снимаю. Дальше 3-й ряд мы провязываем темной нитью все петли лицевые. 4-й ряд все петли изнаночные. В 5-м снова повторяем все петли лицевые, а в 6-м все петли изнаночные. 3-й, 4-й, 5-й и 6-й ряды мы провязали темной нитью. Приступаем к выполнению 7-го ряда. Я поднимаю светлую ниточку, кромочную снимаю и провязываю светлой нитью ряд лицевых петель.
до конца ряда. Мы провязали 7 ряд светлой нитью, ряд лицевых петель, и теперь работу переворачиваем, приступаем к выполнению 8 ряда и внимательно посмотрим, как мы распределим петли. Сейчас кромочную я снимаю, и как и ранее мы выполняли, нам нужно поднять петлю предыдущего ряда. Сейчас я ниточку эту уберу. Мы по косичкам спускаемся и подхватываем петелечку. Провязываем 2 петли вместе лицевой, затем 6 лицевых. Снова разворачиваем работу, опускаемся вниз, подхватываем петелечку ниже лежащего ряда, одеваем на левую спицу и провязываем 2 вместе лицевой. И повторяем точно так же со следующей петлей. Провязываем 2 вместе лицевой. Я работу переверну, покажу вам. Вот на тех петлях, которые мы добрали, мы выполнили 1 ячеечку. Дальше мы будем провязывать петли подошвы. Тут без изменений 12 лицевых. Четыре, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И теперь мы снова выполняем наш жаккардовый узор. Вот следующие 2 петелечки мы будем также поднимать. Вот сначала первая, провязываем 2 вместе лицевой. Теперь вторая, провязываем 2 вместе лицевой. Дальше 6 лицевых. И остается 1 петля перед кромочной. Мы также поднимаем петелечку ниже лежащего ряда и провяжем 2 вместе лицевой и кромочной изнаночной. Посмотрим, что у нас получается. Вот так выглядит наше полотно. Тут у нас маленькая ячеечка получается. Также интересно смотрится наш жаккардовый узорчик на подошве. Получилась такая большая ячеечка. И такая же симметричная маленькая с противоположной стороны полотна. Мы с вами провязали 8 рядов. В 9 ряду мы меняем цвет нити. И сейчас кромочную снимаем. 9 ряд мы провязываем все петли лицевые темной ниточкой. В 10 ряду будут все петли изнаночные. В 11 также все петли лицевые темной нитью, а в 12 все петли изнаночные. Мы провязали 9, 10, 11 и 12 ряды темной нитью и приступаем к выполнению 13 ряда. Я поднимаю светлую ниточку, кромочную снимаем, и мы провязываем все петли лицевые. До конца ряда. Мы провязали 13 ряд. Теперь работу переворачиваем и приступаем к выполнению 14 ряда. Сейчас кромочную петлю снимаем и провязываем 3 лицевые. Затем разворачиваем полотно, опускаемся вниз и подхватываем петелечку. Провязываем 2 вместе лицевой. Следующую петлю провязываем точно так же. Подхватываем и провязываем 2 вместе лицевой.
Далее 4 лицевые. Сейчас мы с вами провязали те петли, которые добирали. Вот так ложится наш узорчик. Дальше будем вязать 12 петель подошвы. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И теперь повторяем жаккардовый узор в зеркальном отражении. Сначала 4 лицевые. Следующие 2 петелечки мы провязываем вместе с петлями ниже лежащего ряда, как и ранее. Первая, затем вторая. И довязываем 3 лицевые, кромочной, изнаночной петлей. Работу переворачиваем, посмотрим, что получается. Вот мы с вами провязали 14 рядов. Это раппорт в высоту жаккардового узора. Вот так он ложится на добавленных петлях, вот так по центру и снова на добавленных петлях. Дальше узор повторяется, я уже говорила, с 3 по 14 ряд. И всего нам необходимо провязать от того места, где мы добирали петли, 32 ряда. Вот так выглядит наше полотно. Я провязала от того места, где мы добирали петли, 32 ряда ровно. И сейчас мы посмотрим, сколько это получается у нас в сантиметрах. Вот от пяточки 17 сантиметров. Если ваш размер ножки меньше, чем 38-39, значит вы вяжете меньше количество сантиметров. Если же нужно увеличить размер, значит продолжайте работу, провязывайте еще необходимое количество рядов. Дальше мы с вами продолжим работу светлой ниточкой и приступим к выполнению носочной части. Будем вязать ряды с убавлениями. Мы продолжим работу светлой нитью и буду вязать я изнаночной гладью. Темную ниточку я обрезала, чтобы нам моточек не мешал. И приступаем к первому ряду с убавлениями. Кромочную снимаем. Следующие 2 петли провязываем вместе изнаночной петлей. Затем 11 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Следующие 2 петли провязываем вместе изнаночной и опять следующие 2 петли вместе изнаночной петлей. Выполнили. Затем снова 11 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. И остается выполнить убавление перед кромочной. Провязываем 2 вместе изнаночной петлей. Кромочной, изнаночной. В этом ряду мы убавили 4 петли. В изнаночном ряду провязываем все петли лицевые. Изнаночный ряд мы провязали, и теперь следующий с убавлениями. Кромочную снимаем, дальше 2 вместе изнаночной петлей, затем 9 изнаночных, далее следующие 2 петли провязываем вместе изнаночной. И следующие также 2 вместе изнаночной. Затем 9 изнаночных. И перед кромочной провязываем 2 вместе изнаночной петлей. Кромочная, изнаночной.
В этом ряду мы также убавили 4 петли, в изнаночном ряду все петли лицевые. В этом ряду с убавлениями будем вязать так: кромочную снимаем, затем 2 вместе изнаночной, далее 7 изнаночных, следующие 2 петли провязываем вместе изнаночной, и затем снова 2 вместе изнаночной, далее 7 изнаночных, и последнее убавление перед кромочной. Также провязываем 2 вместе изнаночной, кромочная, изнаночная. В изнаночном ряду все петли лицевые. В этом ряду мы будем вязать так: кромочную мы снимаем, затем 2 вместе изнаночной, далее 5 изнаночных, снова 2 вместе изнаночной петлей и следующие 2 петли вместе изнаночной, 5 изнаночных и перед кромочной 2 вместе изнаночной, кромочная, изнаночная. В изнаночном ряду все петли лицевые. Выполняем следующий ряд с убавлениями так: кромочную снимаем, затем 2 вместе изнаночной, далее 3 изнаночные, снова 2 вместе изнаночной и следующие 2 петли вместе изнаночной, затем 3 изнаночные и перед кромочной 2 вместе изнаночной, кромочная, изнаночная. В изнаночном ряду все петли лицевые. Сейчас мы выполним последний ряд с убавлениями. Кромочную снимаем, дальше 3 изнаночные, следующие 2 петли вместе изнаночной, снова 2 вместе изнаночной, 3 изнаночные и кромочная, изнаночной петлей. В изнаночном ряду все петли лицевые. У нас на спицах осталось 10 петель, и убавление и саму носочную часть мы закончили. Приступим к выполнению верхней части. Продолжим работу изнаночной гладью. Кромочную снимаем, дальше провязываем ряд изнаночных петель. Кромочную петлю мы пока не провязываем, а переносим. И обращаю ваше внимание на кромочные петли ранее выполненного полотна. К ним мы будем выполнять присоединение. При этом первую кромочную мы пропускаем, начинаем присоединение со второй. И будем захватывать переднюю долечку петли. Возвращаем назад нашу непровязанную кромочную петлю и выполняем 2 вместе изнаночной. Работу переворачиваем, кромочную снимаем, провязываем петли лицевыми. Кромочную пока переносим. Точно так же вот кромочные петли ранее выполненного полотна. Первую мы пропускаем, присоединяться будем со второй, и тут мы захватываем заднюю долечку петли. Переносим назад непровязанную кромочную и выполняем 2 вместе лицевой. Присоединились с двух сторон. Теперь мы повторяем. Сейчас кромочную снимаем, провязываем изнаночными. Кромочную петлю мы пока переносим, разворачиваем к себе кромочные петли, и уже в следующую кромочную за переднюю долечку мы ее подхватываем,
провязываем 2 вместе изнаночные. Работу переворачиваем, кромочную снимаем и провязываем петли лицевыми. Кромочную переносим. В эту кромочную мы присоединялись. Вот уже в следующую подхватываем заднюю долечку петли и провязываем 2 вместе лицевой. Присоединились. Давайте повторим наши действия еще раз. Сейчас мы кромочную снимаем, провязываем изнаночные петли. Кромочную петлю мы переносим и захватываем переднюю долечку следующей кромочной петли полотна. И теперь эти 2 петелечки вместе изнаночные. Затем работу переворачиваем, кромочную снимаем, провязываем петли лицевыми. Кромочную мы оставляем не провязанной, разворачиваем к себе и подхватываем заднюю долечку кромочной петли полотна. Провязываем 2 вместе лицевой петлей. Посмотрим, что у нас получается. У нас уже начинает заворачиваться наверх полотно. И так мы с вами продолжим работу и полностью присоединим верхнюю часть. А последние 4 ряда мы выполним резинкой 2 на 2, как и начинали работу. Я заканчиваю работу, полностью присоединила верхнюю часть, вот заканчиваю рядами резинки, как и говорила. И теперь по изнаночной стороне буду петли закрывать. Закрывать я их буду, провязывая лицевыми. А в конце изнаночного ряда мы выполним последнее присоединение в полотне. Вот сейчас кромочную петлю я переношу, подхватываю последнюю петлю нашего следочка, возвращаю обе петли и сейчас все эти 3 петли провязываю вместе лицевой петлей. Работу мы с вами закончили. Ну и посмотрим, что у нас получилось. Сегодня мы научились выполнять вот такую интересную модель носочков-следочков. Использовали в полотне ложный жаккардовый узор. Очень красиво смотрится и сбоку, и на задней части. Данная модель одинаково красиво будет смотреться в разном цветовом сочетании. Я желаю вам творческих успехов!